Друзья, привет! Суровая ковидная реальность вносит свои коррективы, и поэтому сегодняшняя и следующая истории будут не на лавочке, а дома на кресле. Ну, что же делать? А история эта связана тоже с самоизоляцией. Она про то, как двое нашли свою любовь в самый разгар карантина и ограничений. А еще сегодняшняя история про знаки, которые посылает нам жизнь. Итак, те двое – это моя лучшая подруга и ее теперь уже муж. Подругу зовут Аврора, мы с ней очень близки. Она француженка и сейчас живет в пригороде Парижа со своим мужем. Мужа зовут Шарбель. Такое необычное имя. Он ливанского происхождения. Его семья переехала из Ливана во Францию, когда он был совсем маленьким. Нам эта деталь еще пригодится. Они поженились буквально 1,5 месяца назад, в конце сентября, а познакомились в апреле этого же года на сайте знакомств. Мы все еще помним, что весной во многих странах, в том числе во Франции, был введен жесткий карантин. И еще здесь очень важно сказать, что и Аврора, и Шарбель очень верующие, практикующие католики. Эта деталь будет красной нитью проходить через всю сегодняшнюю историю. И вот они начали переписываться. И в самом начале все, собственно, началось с того, что Шарбель прислал Авроре ссылку на видео на Ютубе со своими любимыми духовными пениями. Видео как такового не было. Были сами пения, а на заставке было изображение какой-то иконы. Ну, понятно, что икон очень много, но та икона была не какая-то, а именно та, которая стояла в комнате у Авроры с самого ее раннего детства. Она это расценила как такое подмигивание сверху. Переписка шла очень хорошо, и хотелось встретиться. Но они жили в совершенно разных регионах. Шарбель в пригороде Парижа, а Аврора в центральной части Франции. Был жесткий карантин, довольно жесткие меры были введены, и нельзя было без веской в глазах властей причины просто так перемещаться по Франции. И встретиться очень хотелось, тем более намерения у каждого были достаточно серьезные. И понятно было, что конец карантина еще не скоро. И вот в конце апреля Шарбель стоял у себя в квартире на кухне и смотрел в окно на стену здания напротив. Он размышлял, что ему делать, ехать ему встречаться с Авророй впервые или нет. С одной стороны, конечно, ужасно хотелось. С другой стороны, во-первых, это было нелегально. И не было у него веской причины вот так вот через всю Францию ехать. И он мог нарваться на очень серьезные штрафные санкции. Во-вторых, это было технически неудобно и сложно. Поездов не было вообще, то есть можно было доехать только на машине. Но это означало сотни и сотни километров за рулем в пределах буквально 2 дней, потому что он работал и больше чем на 2-3 дня уехать не мог. Он размышлял. Был очень темный, серый, пасмурный день. Небо было полностью затянуто тучами. Моросил дождь. Пасмурно. И вот он был поглощен своими раздумьями и повторял про себя какие-то молитвы. И вот в одной из молитв была такая строчка: «Святой Дух, пошли мне луч света». И вот хотите верьте, хотите нет. Но в ту самую секунду, когда в его голове появились слова «пошли мне луч света», что значит по-простому «скажи мне, что делать, направь меня». Так вот, в секунду, когда слова «луч света» возникли в его голове, в стену напротив, в торец здания напротив, ударил яркий прямой луч солнца. Откуда он взялся, как он смог прострелить это совершенно непроницаемое небо, непонятно. Ясный луч с напором ударил в стену и через 2 секунды исчез. Шарбель собрал сумку и поехал в центральный регион. Надо ли говорить, что, конечно, первая встреча прошла на ура. И, кстати, отличный пример, который показывает, что карантин даже не был помехой у некоторых людей, и все равно в жизни некоторых встречались очень важные события, даже во время очень серьезных ограничений. Как говорится, было бы желание и воля. И вот первые прекрасные выходные подошли к концу, Шарбель уехал снова к себе домой, Аврора осталась снова одна, вся полная сомнений, мыслей, эмоций и так далее. Немножко в смятении.
А вы знаете, есть такое то ли гадание, то ли ритуал. Можно задать вопрос в какой-нибудь книге. Ну, задаешь какой-то вопрос, открываешь либо первую попавшуюся страницу, либо загадываешь страницу и строчку, и потом книга тебе вроде как отвечает. Аврора решила сделать то же самое. А мы сейчас вспомним, что Шарбель, он хоть и француз, но ливанского происхождения, то есть по крови он ливанец. И вот Аврора берет Библию и задает такой общий, такой размытый вопрос, что это такое было, что будет между нами, какие между нами отношения, вот что-то в таком роде. Открывает первую попавшуюся страницу, пальцем тыкает в какое-то случайное место, читает: «Слава Ливана придет к тебе». Мурашки. Хорошо, следующий день. Тот же самый запрос. Какие у нас отношения, что будет между нами и так далее. То же самое. Открывает первую попавшуюся страницу. Пальцем опять попадает в какое-то случайное место. Читает следующее. Терн, который на Ливане, послал Кедру, который на Ливане же, спросить: «Отдай дочь свою в жены сыну моему». «Спасибо», — подумала Аврора. И, в общем-то, как-то все очень быстро между ними двумя определилось. Что это? Знаки или совпадения? Мы их видим, они случаются, и мы их видим, или нам очень хочется их увидеть, и поэтому они случаются? Я не знаю, наверное, каждый сам для себя находит ответы на такие вопросы. А вы что думаете? Пишите, пожалуйста, в комментариях, и еще подписывайтесь на этот канал. А мы пожелаем молодоженам любви и долгого счастливого брака. А с вами попрощаемся до следующей недели с новой историей.